Это время, оно такое было очень интересное. Стоило начаться в войне, чтобы все это пережить. Мне нравилось там. Мне нравилось жить в храме. Именно в тот момент я как бы почувствовала, что мне тут хорошо. Начало войны, я думала, что да, что ничего лучшего у меня в жизни не было. И небо там необычное, не такое, как везде. Там небо, в которое можно утонуть. Началось это 26 мая, после обеда, где-то 12 или час. Это был обычный день. Он ничем не отличался от других дней. Стреляют! Летел штурмовик, он был один. И он просто начал кружиться над аэропортом. Ну, нам казалось, что над нами. Но на самом деле он просто, видно, выбирал цель. Сейчас зайду, выполню первую атаку по нему. Ну, его торцы, здание, стенки стеклянные, да? Сейчас ищу. Сделал несколько заходов и потом начал бомбить по аэропорту. Вот он пошел, штурмовик в аэропорту. Куда же не стреляли? Класс! И красиво, она думает, что огоньки. Ладошки. Все, понял. Сейчас я выполню первый заход по нему. Сейчас опять будет стрелять, смотрите. Смотрите. Ля-ля-ля-ля! Аэропорт, аэропорт! Да. Мастер. Слышали, да? Сейчас еще разочек зайду. Вася, это война, Вася, пацаны, это война. Мы сажали капусту. Я не видела, что происходит там, я стояла спиной к аэропорту и поливала эти грядки. И я слышу, что начинает все это осыпаться, начинает бомбить аэропорт. И, конечно, тогда испугалась. Я испугалась настолько сильно, бросила шланг, вообще бросила все. Неслась с этого поля, не помнила себя. Мне казалось, что штурмовик бомбит меня по пятам. Знаете, как в фильме, и за мной просто пропасть. Я работала здесь, на свечном. Я была в храме, была еще девочка, она была послушница, сейчас инокиня. И она зашла, и прилетели самолеты, что там постреляли. А я сижу, как бы такая расслабленная, говорю, да не переживай, постреляют и улетят. Она, да? А как ты думаешь, можно в доме пройти? Я говорю, да, конечно, можно, иди. И она уходит, и я вообще остаюсь как бы одна в храме, никого нет. И тут начинается вообще такая стрельба, такая бомбежка, что мне казалось, что вообще вокруг храма бегают и стреляют. Я с перепуга выскочила в коридор и закрыла храм. А их не снайпера далеко? За метра, да? Отовсюду стрельба. Юлик, лежи! Я тут! Лежи! Все очень громко взрывалось, все гремело. Я услышала, что кто-то в двери стучится. Я думала, ну все, уже пришли. И когда я открыла, я увидела матушку, и меня уже начала трусить. Я говорю, матушка, это что это такое? Она, Юля, не переживайте, все хорошо. И мы так вот обнялись вместе с ней, дрожим. Да? Так было смешно. Это уже потом смешно было. А поначалу было очень страшно. Матушка подошла к иконочке к Божьей Матери, пала на коленки, и она так просила, так плакала. Господи, примири нас. Меня вообще настолько поразила вот эта вот ее как бы молитва. Вот там прекрати, там, или там убери, там, или еще что-то такое. Она говорит, Господи, примири нас. Еще в тот момент, может быть, им можно что-то было изменить, примириться нам, понять друг друга. Видимо, никто не хотел.
мы-то особо и не выходили из храма. Ну, там на огородик немножко клубничку там собрать. Клубники море было, просто море. Понад забором она росла грядкой, такой большой-большой грядкой. Мы собирали до первого выстрела. Там где-то, неважно где, может, там вообще за 1000 километров где-то что-то услышали, и мы бегом бежали в храм. Был резкий переход от мирной жизни совсем к другой жизни. Так получилось, что монастырь на линии огня оказался. Кроме храма ничего не существовало вокруг. Ну, здание стоит, но иконы висят. Нет, это было что-то особенное. Даже то, что мы там отходили от окон, под этими арками прятались. Я сейчас понимаю, что нигде бы мы там не спаслись. Это убежище, где с нами ничего не случится. А если случится, то только хорошее. Ну, Бивок, пойдем к Господу. Когда нам было очень страшно, мы приходили в храм и начинали читать либо Акафист Божьей Матери, либо Богородичное правило. И как-то так получалось, я уже не знаю почему, что к концу, например, Пятисотницы или Акафиста все прекращалось. Все были спокойны, как уже будет, так будет, и стремились к тому, чтобы быть вместе, и чтобы все это вместе встретить. Были как бы закрыты здесь, никто не приходил к нам. Звонят, все, сегодня наступление ночью. И мы сидим, начинают эти вот ракеты красные пускать. Ждем наступления. Для меня было самое страшное — это издевательство. Особенно, когда нас напугали, что крестные ходы там простреляли, сожгли. Я, помню, не спала всю ночь. Я уже представила, как меня расстреливают, как меня жгут. И я настолько переживала, что на следующую ночь мне было уже все равно. Мать Ефросинья стучалась к матушке. «Матушка, стреляют! Вы что, не слышите? Нужно в храм идти, а то нас тут всех убьют, и я умру не в храме». Когда была война, и родители у нее были людьми верующими. Их было в семье много. И когда начинали немцы бомбить, они сидели в убежище и все время читали 90-й псалом. И он их спасал. Из их семьи во время войны никто не погиб. Она всегда говорила, мне сказали, что я умру в храме. Такая мечта была, или не знаю, как это правильно. Но не так, как мы хотим, а как Бог даст. Если Господь бы нас тогда забрал бы всех, то мы, наверное, спаслись. Со временем обстрелы начали приближаться. Мы так смешно ходили потом на утро, рассматривали. Вот сюда, вот вы видите, выщеблено. Да ничего, это можно замазать, это замажем, это заделаем. Мы еще думали, что тут что-то уцелеет. Все, он и был путь, то он был коротким. От страха и ужаса от того пережитого. Что-то светлое, оно настолько близко, что ты теряешь ощущение реальности. Было так легко, что я поверить не могла, что Господь нас оставит. В июле месяце, Троеручицы, мы оказались в серединке танкового поля. Мы еще служили вечернюю службу. У меня лежали на налое книги, и стояла чашечка с водой. И когда вот это все летело, ну просто все содрогалось. И эта тумбочка вот так вот прям ходила. Владыка позвонил тогда вечером, сказал, что, наверное, нужно вам пока переехать. Но матушка не хотела до последнего уезжать. Никто не хотел уезжать, ни я, ни сестры. Кажется, когда человек покидает свой дом, то обязательно с этим домом что-то случится.
этом я стою и смотрю, как это может быть? Это невозможно, это сон, это сейчас все прекратится, по-любому надо чудо. Горела вот та сторона полностью, весь второй этаж горел, и уже пошел огонь. И мы боялись, что если огонь опустится сюда, то здесь просто все вспыхнет моментально. Поэтому все, что мы могли, мы выносили все в притвор. Огонь не пошел ни туда, ни сюда. Он как-то пошел вверх. Да, пожар дальше не распространился. Тут у нас стоял большой резной киот. Да, у меня была большая вот икона наша иверская. Она плотно была в киоте. Я вообще кричу, смотрите, икона тяжелая. Она придет, ее невозможно вытащить, она очень тяжелая. Я не знал, я просто беру, вынимаю и ставлю. Она просто на руки прямо упала. Собираюсь ее нести в алтарь, понимаю, что сдвинуть не могу с места. Вынесли в притвор это все, туда рила, и матушка говорит, опять читайте Акафист. Радуйся я в душевных и телесных врачеваний. Радуйся оставленных врачами свои руки приемлющие. Радуйся милосердная, утешительная, сосед скорбящих. Но восторг был при этом. Приближаешься к Богу. У меня другое было чувство. Какое? Машка рыдала. О, видите, от пожара остались. Стекло. Гляньте, как красиво. Трудно было принять волю Божию. Но так случилось, но именно в этом месте. Через РЛС прорываются на церковь. Эверест, по 16:05 стоит 5 единиц техники, танки. Танки выставляйте на прикрытие, они проходят сюда, бросают, ребята. Вышки и левее от нее ответки! Терминал разносит. Это северные ворота Донецкого, Антальницы. За взлетной полосой начинается линия фронта. Может, поэтому монастырь на себя принял все те разрушения, которые предназначались для города. А где мы находимся? Преисподней. Преисподней. А мы санитары преисподней. Мы находимся в бывшем
Донецком аэропорту нового терминала. Мы сюда пришли по доброй воле. За время войны мы уже приобрели много профессий. Мы и не мужчины, и не военные, но нам бы хотелось тоже внести какую-то лепту, пригодиться в чем-то. Ты аккуратней. Тут мина упала. Я простой человек. Я пришел сразу туда. И там остался. Подразделение «Спарта». Здесь как в шахте. Да, встречайся со смертью, но с другой стороны, какие бы ни были там, как ругательства между собой, там какие-то непонятки, они сразу отсеиваются. У нас братья. Я знаю, что мою спину по-любому прикроют. В шахте то же самое. Обещали перемирие вообще. Ну, перемирия никакого нету. Пацаны воюют постоянно. Хоть с той стороны, хоть с той стороны. Они обстреливают с посадок, с муравейника. Никто не знает куда. Здесь мы помогаем нашим бойцам, в качестве медицинской службы. Все семьи, все дети, все хотят нормальной человеческой жизни. Осознанно мы это все принимаем, да, и делаем. Женщины тоже сильны духом. Нам бы хотелось, чтобы поскорее мир наступил и прекратились эти все кровопролития невинных людей. И сохранят навек злых человеков напрасные смерти, и даруй нам прежде конца покаяния, на моление нашу милосердися, радость вместо печали даруй, и избави нас, Госпоже, от всякие беды и напасти, скорби и болезни, от всякого зла, исподоби нас грешных рабов своих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего. Аминь. Задумаешься о смысле жизни и думаешь, как же когда я буду умирать, как же буду прощаться со своими родными, там, с мамой, с сыном, дом, как я брошу свой дом. Вот. И я понимала, что я очень держусь за все, за это, за земное. Когда началась война, вдруг все стало на свои места. То есть, когда я посидела дома под бомбежками, я поняла, что держаться не за что. Не за что. Абсолютно. Потом уехала мама, сын уехал. Все. Да, от этой улицы ничего не осталось. Что за улица? А, вот, страх. Страх. Братанат. Ужас, бедные люди. Я очень любила свой дом. Очень. И сейчас люблю, конечно. Летом приезжаю. Такое убежище мое от суеты. Это знаменитая девятиэтажка, из-за которой мы тут все страдали. Когда я попала под обстрел, у меня было единственное желание выбраться оттуда. Я говорила, мне не нужен дом, мне ничего не нужно, я не хочу здесь быть. По людям стреляли, по домам стреляли, без разбора. Вот эта штука, она пробила крышу в детской комнате, лежала прямо около кровати. То есть вся мебель стояла целая, все было целое, только была дырка в потолке. И вот эта градина лежала.
Это моя спальня. Все тут мое, все родное. Понятно, что тут ничего такого ценного, ничего абсолютно нет такого шикарного. Я думала, что невозможно отвыкнуть. Думаю, как я вообще не могла, ни в гостях, нигде спать не могла. Думаю, как это мне на своей кровати спать. А сейчас я могу на лавочке постелить и на лавочке спать. Это у нас была бильярдная. Стоял большой бильярд. У нас полно было друзей всегда. Это каминная. Женя очень просто любил костер, разжигал и сидел тут очень долго. Мы когда женились, уже у нас был Миша маленький, и мы начали строиться. Ну, года за 3 мы построили, доехали сюда. Перед смертью он как бы сделал ремонт, здесь было, конечно, очень красиво все и уютно. Ни он не пожил, ни мы не пожили. Женя как мужчина мог заработать деньги, но мы не голодали никогда. Я была замужем. Счастливы были с ним? Ну, конечно. Особенно последние годы. Угу. Беда нас всегда сплочает. Он заболел. Заболел, как бы сразу сказали, что это, ну, это все. Но нам предполагали года 3, хотя бы он поживет. Он прожил 1,5 года. Все закончилось. Земное счастье. Мой суженый. Ты думаешь, что правда твой суженый? Конечно. Я даже помню, как я просила, ну, я еще тогда неверующая была, почему-то так просила у Бога, чтобы он мне послал мужа, потому что я была куча женихов. Я уже с них запуталась, мне они все надоели. Я говорю, Господи, пошли мне от моего одного единственного. Мы учились в параллельных классах. С года вида всегда проходила. Совершенно случайно вечером встретились. И он пошел меня провожать. И все, и каждый день провожал. Когда оно по воле Божьей, оно само по себе идет. Все то. Хотя по-разному, конечно, все всякое было в жизни. Через все прошли, даже через смерть. Ты понимаешь, жизнь настолько хрупкая, что раз и все, и ощущение близости смерти, близости от перехода, просто это уже переживала, когда умер мой папа. У меня было ощущение, что я умерла. Я вот как бы смотрю на все так вот сверху. Так было хорошо в этом состоянии. Я его, понимаешь, потеряла. Когда эта война началась, ощущение свободы, такого полета, оно опять появилось. Вот так вот бежишь, и снайпер с терминала шлепает плеткой. Кто ж боялся тогда? Вариант 1. Стой и умирай. Минометные расчеты стояли у украинцев, и они пытались нас отсюда выбить. Пулеметные гнезда у них стояли на терминале, на вышке. Если бы они эту позицию взяли, у них прямой ход до поселка бы был. У нас же была полностью линия обороны. Ну, пацаны выдержали, свою работу сделали. Это келейный корпус был. Послужил солдатским корпусом в одно время. Это были все кельи. Вот здесь уже люди спали. В каждом помещении были что-то вот вроде печки. Все черное. Они же зимовали в холод в такой. А эта больница так и не изменилась. Как мы ее сделали, так она до сих пор и стоит. А это вот я узнала, может пригодиться когда-нибудь. Бойницы надо делать вот такие. Ни в коем случае нельзя делать из мешков. Вся вот эта стена, она была увешана схемами аэропорта. Вот башня наша была огромная, высокая. Вот это вот самая основная была бойница.
Прямой обстрел, именно коридор на вышке. Там идет взлетная полоса. Но эта взлетная полоса, с этой стороны, как бы она начинается, тут стоит ДНР, а с той стороны стоит Нацгвардия. А это уже танки, видно, стреляли болванками. Каждый этаж залит монолитным поясом, он его крепит. Фундамент тут сплошной монолит, тут же нет ни плит, ничего, тут сплошным бетоном заливали все. Это им просто повезло, что как бы здание такое дебилое, стены какие. Из-за толщины стены нас все это спасло дело. Понимаю, что если тебя где-то убьют, то род на этом прекращается. Соперника надо уважать, недооценивать его нельзя. Если они не стреляют, то и мы не стреляем. Там же тоже люди. Свои. Своих то рядом. И свои по ночам дома сидят, а не в посадках в окопах. Нету здесь своих. Своих, кто перешел на нашу сторону, тот свой. Они так же само считают. Кто с ними, тот свой. Кто не за них, тот против них. Бог, наверное, отвел. Здесь провел очень много времени и не получил ни одного ранения. Повезло. А рядом какой-то ангел тебя по-любому охраняет. Это даже было очень приятно. Значит, такая красота была. Зачем это все разбито? Ну, я думаю, что война нас многому научила. Так бы жили, и воли не знали. А Либерский, в котором мы находимся, он будет вот такой. Это вы будете строить такой его, да? Даст Бог, будем строить, если не принят летальное оружие туда. Нет, не верили. Слышали предсказания, что будет война, но война будет где-то. И как это все может быть куда-то пропасть. Столько товаров в магазинах этих. Это же невозможно. Всегда думала, как я поеду в Россию. Люблю Россию очень. Это же моя родина. Есть вот люди, которые любят Россию, они ее любят, наверное, сильнее, чем россияне. Она нас держит, нас соединяет. Ты попадаешь в другой мир, в другую реальность. Ощущения от мирной жизни, оказывается, и жизнь в Донецке, они абсолютно разные. Люди живут, все у них как бы по плану. Ходят на работу, возвращаются домой, в семьи. У них обычная жизнь, такая, как была у нас раньше. А для меня это было настолько вообще что-то другое, что-то иное, как будто действительно вернулась назад в прошлое. Человек так устроен, никогда не довольствуется тем, что у него есть. Мы захламляем свои дома, захламляем свои души. Потом в какой-то момент оказывается, что все это не нужно. Мне было очень интересно так наблюдать за людьми, потому что я увидела себя в своей прошлой жизни. Точно так же мы безмятежно ходили, смотрели на все эти товары, на все эти доставленные полки красивые. Вот, и думали, что это будет всегда, куда оно может все это деться. Посмотрела на этих людей, которые делают покупки, расплачиваются, какие-то карточки. И все мне показалось настолько искусственной, какой-то иллюзией просто. И мне захотелось сказать, что я гостья из прошлого. Люди, хотите, я вам скажу ваше будущее?
Это доска обрезная, 25-ка. Там не страшно, не страшно. Я залезу, Просто я же говорю, я залезу туда вот. А слезть поддержит. придется вам кран вызывать. Ой, а это ж сюда надо по этой штуке? Как кто меня снимет потом отсюда? Я тут долго не могу стоять, я боюсь. Мы все накроем до престольного праздника, чтобы сохранить то, что осталось. Иконостасы, роспись. Крест хотим поставить на храм. У Андрея трубу попросим, нержавейку. Фух. Страшно? Да, очень страшно. Я боюсь высоты сильно. Как вам удалось преодолеть страх? Ну, я не знаю, мне, наверное, его не удалось преодолеть. Ну а как же вы не прекращали ездить под обстрелами? Это же очень страшно. Ну да, это было очень страшно. А что за стрельба? Сейчас в атаку как пойдут? Будем надеяться, что нет. Внешне она показывала свою слабость, а внутренне она держала себя. 15 лет пойти в монастырь, она очень много в своей жизни пережила. Это ее место, да. Они пережили все. Мы 2 года за ними не ухаживали, возможности нет. Здравствуйте. Вы тоже наши прихожане. А это электричество уже дали. Да нет, Ром, это связь, эти ополченцы провели. Да? Да, а нам не хотят давать электричество. От чего? Не знаю, говорят, что мы в зоне боевых действий. Здравствуйте, Мариночка. Да, нам нужно поубирать, физическим трудом помочь. У нас матушек владыка пораспределил по монастырям. У нас 2 человека на Ларинке, но мы бываем в монастыре, а там только ночуем, потому что тут ночевать же невозможно. Алло, алло. Связь плохая. Это, может быть, очень громко будет сказано, но для меня война уже закончилась тогда, когда я поняла, что я могу здесь что-то делать. В жизни никогда ни помощи не жду ни от кого. Я всегда беру сама и делаю. Но я так привыкла. Наверное, потому что было трудно. И ни от кого было помощи ждать. О, здравствуйте. Матушка, благослови. Да не идите сюда, тут ноги можно сломать. За молитвенную помощь к тебе приехал. А что случилось? А как те, о которых вы просили? Новоприставленная. Наверное, хорошо. Не снится ничего? Да нет, так. Ну, когда человеку плохо, он всегда снится родственникам. Так а мне лисенок вообще не снится. Да ей там хорошо. Ну, так, ну, ей, конечно, ей в любом случае будет хорошо. Она ж маленькая. Спаси тебя, Господи, девочка. матушка, на добром слове. А Чтоб вот эти ребята чуть-чуть. работали уже на той неделе. Да, они ж давно работают. В храме-то хотим крышу закрыть. Да людей сюда сколько надо. Хлопцам надо. Боевые действия шли, и она ездила каждый день туда. Она видела это постепенное все разрушение. Ничего, еще построим. Были бы живы. Сама закатила рукава, пошла, и, конечно же, все, глядя на нее, взяли ведра, лопаты и начали убирать. Хотя первое время хотела сказать: матушка, да зачем? Да еще там стреляют, еще война. Это точно осколок? Осколок. Нам не надо тут несчастных случаев. Все не так безысходно, как кажется. Конечно, когда я приезжала тогда, когда здесь находились вооруженные люди, когда все на моих глазах разрушалось, было очень больно, и все, я больше, наверное, ни о чем не в состоянии была думать. Разрушены дома, погибли люди. И монастырь разделил судьбу окраины города. Храм стоит разрушенный, искорененный, пустой. Один только ангел служит. Это война, нужно это понять и принять. А у нее свои законы, она не щадит никого и ничего. Радуйся, странная воевода, враги побеждающая. Радуйся, скорбь обители в радость претворяющая. Радуйся, Господине, обители восполняющая. Радуйся всех немощных целительницы.
Радуйся всех скорбных, утешительницы, радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая. Пока не переживешь, пока это не прочувствуешь, ты этого никогда не поймешь. Ни по каким книжкам, ты нигде тебе не напишут, не объяснят. Поэтому Господь вот и посылает такие войны. Почему это война, ты говоришь? Да потому что Господь хочет нас увидеть счастливыми. Чтобы мы почувствовали, что такое настоящее счастье. Ничего себе счастье. А не Скажут, эфемерное тебе сейчас какое-то. миллион человек там по ту сторону. По ту сторону, да, так и скажут, конечно. И здесь также говорят. Ну как это объяснить, я не знаю. Как можно сказать человеку, что это сладко, если он никогда не ощущал что-то сладкое? Внутреннее спокойствие, оно ни с чем не сравнено, ни с каким земным счастьем, ни с какими там эмоциями. Я почувствовала, что такое счастье, какое оно должно быть. Оно такое должно быть тихо-тихо, как легкий ветерок. А вы все время тоже плачете. Чего? Чего? Все как же вот. Ну что? Нет, не ходите сюда. Ну все восстановится, не надо так плакать. Сегодня же праздник, служба. Я устала от войны, я хочу мира. Но, наверное, когда наступает тишина, мы неправильно живем. И Господь, наверное, не заканчивает войну только потому, что мы никак не поймем, что самое главное — не постройки, не дома, а душа человеческая.
Нельзя сказать, что тогда было все хорошо. Сейчас тоже по-своему все хорошо, даже может лучше. И чем, наверное, тяжелее потери, тем больше ценишь каждый спокойный день, возможность пойти на службу, не боясь, что что-то разорвется сейчас над тобой или рядышком. А для того, чтобы так жить, наверное, нужно что-то потерять. Люди старались зарабатывать, жить, учиться, работать, семья, дети, дом. Потом бам, все этот прекрасный момент, и не стало ничего. Многие поняли, что деньги ничего не значат. А многие поняли, что жизнь – это и есть ценность для людей. Где-то здесь должна быть моя келья. А я все думала, что это не мой монастырь, что мой где-то там далеко-далеко.